Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу сделать такой быстрый обзор по основным цветам из белково-масляного именно крема. Основные цветы я подразумеваю под этим это роза, хризантема и тюльпан. И покажу еще, как быстро сделать ветки сирени также. Здесь композицию я выбрала специально для того, чтобы показать, как можно быстро из этого крема украсить именно круглый торт сейчас в весенней тематике. Этот крем, им работается очень даже несложно. Я сейчас в процессе видео расскажу, с какими кремами он, на каких кремах он не растекается, как можно его сразу использовать на торте, как его окрасить, этот крем. И окрашивать я его буду водорастворимыми гелевыми красителями. Здесь я буду использовать насадку тюльпан. Их множество разновидностей, но все они примерно одного размера. Также насадка листик. У меня здесь номер 70. Обычная насадка листик 10 мм на выходе. Как правило, есть в любом наборе для любого кондитера. Продаются такие насадки во всех кондитерских магазинах. Вот эту насадку я использовать не буду. Это насадка 104 от Вилтона, фирма Вилтон. Но она очень часто используется именно для данного крема, потому что она очень экономичная, эта насадка. Она не берет много крема. Я же сегодня испробую именно вот свою насадку, которую я всегда использую, изогнутая роза. Она у меня заужена немножко плоскогубцами. Вот так выглядит в правой руке у меня, вот так она выглядит не заужена, как она продается в магазине, в кондитерском. Здесь у меня насадка номер 80, обычная классическая хризантема. Тоже я ее сегодня буду использовать. Гелевые водорастворимые красители я использую здесь от фирмы Rainbow Dust. Это английские красители. Они очень хорошо окрашивают этот крем. Я здесь не буду использовать жирорастворимых красителей. Не вижу в этом никакого смысла, потому что крем окрашивается очень интенсивно и очень однородно. Здесь у меня, допустим, цвет маковый. Белковый крем, допустим, этот цвет он окрашивает обычно таким вот более в розовый такой цвет, а этот он окрашивает наоборот более в коралловый. Поэтому этот крем, так как он слегка желтоватый изначально, он у нас, конечно же, окрасится немножко вот в такой вот, в желтоватый всегда оттенок будет уходить. Здесь буквально 1 столовую ложку крема, вот здесь вот с краешку, я окрашу более интенсивно, чтобы сделать ободок у роз, чтобы немножко разнообразить эти обычные розочки. Я окрашиваю то место, где узкий выход у насадки, вот этим вот более интенсивно окрашенным кремом, а остальным кремом я просто заполняю кондитерский мешок. Здесь я окрасила сиреневый, интенсивно сиреневый цвет. Это тоже английский водорастворимый краситель, гелевый. И также слабенько совсем окрасила в другой миске. Теперь тем цветом, что интенсивно, здесь у меня насадка хризантема, я просто ложкой наношу на кондитерский мешок, на его края. И внутрь я уже накладываю в мешок именно светлый крем. И таким образом хризантема будет иметь более такой естественный окрас. Делаю такое небольшое основание для розы и начинаю лепесток за лепестком накручивать. Крема, конечно, здесь мы не используем так много, как, допустим, белково-заварного, потому что этот крем, он менее бюджетный, но он очень хорошо держится, в принципе, сразу. Здесь я хочу вам показать, как эти розы сделать сразу, чтобы их сразу отсаживать на торт. Поэтому я и беру здесь более маленькие насадки, не делаю им больших оснований. В идеале же, конечно, их нужно слегка подморозить, их каждую нужно на таком пергаменте, на небольшом листочке сделать. Постоянно протираем насадку. Вот здесь я это и делаю. Основание делаю из крема, просто не окрашенного, того же самого крема. И установлю мои цветочки, просто чтобы вам показать, как это можно сделать на круглом торте. Сейчас я буду делать хризантему. Для хризантемы я возьму рисовый конус. В данном случае хризантемы без рисового конуса, если делать на кремовом основании, вот из данного крема, с белково-масляного, они будут разваливаться. Даже не пытайтесь это сделать, потому что крем не такой легкий, как белково-заварной, и поэтому их обязательно нужно будет подморозить. Где-то полчаса обязательно нужно будет заморозить.
Но на рисовом конусе, я сейчас показываю экспресс-вариант, как вы это можете делать. На рисовом конусе вы можете их сразу сделать и сразу поставить на торт. Конечно же, не в самое жаркое время года, потому что это масляный крем. Еще сделаю сейчас пару розочек, вот по тому же точно принципу, и поставлю сзади, там, назад этой композиции. Еще раз повторяю, я делаю имитацию такой композиции цветочной, чтобы сразу вам показать, как это будет выглядеть на круглом тортике. Крем этот превосходно держится и на белковом креме, и на мастике, и на ганаше, и также на творожном креме, но с масляной основой обязательно. Также на других кремах заварных с масляной основой. Тюльпаны превосходно отсаживаются из этого крема, на мой взгляд, даже лучше, чем из белково-заварного. Гораздо меньше сомкнутых цветов, то есть у нас часто бывает то, что смыкаются тюльпаны, многие девочки жалуются, что не получаются. Из белково-масляного крема тюльпаны получаются гораздо проще, чем из обычного белково-заварного крема. Сейчас я сделаю такую небольшую веточку сирени. Здесь у меня от роз остался крем, и я сделаю как бы основание для сирени. Здесь у меня насадка номер 135. Фантазийная сирень или фантазийная гортензия ее называют. И просто такими штампиками я отсаживаю цветочки сирени. Это тот крем, что остался у меня от хризантемы. Просто чтобы вам показать, что сирень, на мой взгляд, из этого крема отсаживается гораздо лучше, чем из белково-заварного крема, именно из насадки штамп. Здесь номер 135, эта насадка, она очень универсальная, в ней штырь внутри. Я дам ссылку вам на видео, где я подробно рассказываю про эту насадку. Я вам ссылочку в описании к данному видео оставлю. И здесь, смотрите, я еще добавила в этот же мешок, я его не промывала, не меняла, просто не окрашенного крема. И видите, получается сразу такой же более естественный окрас у этих цветочков. Крем немножко здесь, уже который не окрашенный, он подостыл, и поэтому немножко хуже выдавливаются уже вот эти штампики, цветочки эти из него. На это тоже нужно обращать внимание, что в зимнее время немножко он может остывать даже при комнатной температуре. Листья отсаживаю из насадки листик. Листья превосходно тоже отсаживаются. То есть вот я сейчас вам хочу показать именно ту композицию, которую не нужно замораживать предварительно. Все это работает прекрасно. Смотрите, желтый цвет, здесь буквально столовая ложка, я окрасила сухим водорастворимым красителем. Превосходно окрашивается крем. Никаких вкраплений, никаких каких-то непрокрашенных мест. Идеальное окрашивание. То есть и сухими водорастворимыми красителями тоже можно. Здесь у меня насадка обычный круг номер 5. Делаю просто веточки. И сейчас я нанесу на них уже желтые цветочки. Насадка у меня здесь с желтым кремом. Это номер 13. 3 мм, самая маленькая открытая звездочка. Здесь просто делаю типа имитации мимозы или каких-то весенних таких вот цветочков. Видите, вот такие акценты, допустим, желтые, когда нужно сэкономить крем, очень удобно. Вот взять немножко, буквально столовую ложку крема и уже разнообразить нашу композицию буквально вот такими вот малюсенькими цветочками, которые не возьмут у нас много крема, но композиция сразу смотрится по-другому. И эти цветочки очень хорошо отсаживаются сразу. Здесь у меня из остатков моего крема, я делаю тоже такие цветочки на подложке, здесь крем немножко подостыл, и его очень мало, и поэтому он выдавливается уже не так хорошо. Вот за этим в зимнее время года нужно последить просто. И такая быстрая композиция у меня получилась. Здесь я хотела вам именно рассказать о том, как
такие цветы из данного белково-масляного крема сразу без заморозки можно отсадить на торт. Как правильно это сделать? Первое, это нам не нужны крупные основания для этих цветов, иначе цветок просто расплывется. Вот из насадок штампа это тюльпан, фантазийная сирень, также вот мимозу, допустим, какими-то звездочка, насадка. Очень быстро отсаживается такая композиция. Это без предварительной заморозки цветов, если нужно быстро. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.